Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у меня урок эксперимент. Сегодня я буду пробовать разные виды тканей. Вот что у меня получилось. Каждый шар выглядит оригинально, и можно обтягивать не только шелком и бархатом. У меня 3 вида ткани. Некоторая тянется, некоторая не тянется. И сегодня покажу, как смотрится ткань на прозрачных шарах и на белых круглых шарах. И начну работу вот с этой ткани. Она у меня, можно сказать, двухсторонняя. На одной стороне больше серебра, на одной больше золота. Но мне нравится вот где больше золота. И сейчас покажу, как она смотрится на белые заготовки вот и на прозрачной заготовке. Вот вы видите, разница, конечно, есть. На прозрачной она смотрится более легко, а тут просвечивается. Поэтому я буду использовать ее именно на прозрачных заготовках. А если еще добавить золото для отделки, то это будет красота. Следующая ткань вот такая серебряная, она как будто мятая и совсем не тянется, но она немного также прозрачная. Вот у меня белый шар и прозрачный шар. Все-таки немножко отличия видно. Здесь белый, а здесь получается прозрачно-серебряный. Мне нравится и тот вариант, но, наверное, скорее всего, в этом случае я буду использовать белые шары. И, конечно, сюда идет серебряный декор. И вот такое серебро. Очень извиняюсь, что отсвечивает. В камере очень много белого и серебра. Вот так смотрится на белом шаре и на прозрачном. Конечно, прозрачный выглядит лучше. Эта ткань немного тянется, но не так сильно. И сейчас еще раз покажу, как определить отрезок ткани, который нам нужен для шара. Я беру любую ленту, вот так беру немного с припуском, обворачиваю по диаметру и тут тоже немного припуск оставляю и подрезаю. И теперь беру линейку. И на линейке смотрю, сколько же мне надо. У меня получается 29-30 сантиметров. Значит, отрезок ткани для шара 8 сантиметров. Мне нужен 30 на 30. Если это у вас шар побольше, то, конечно, вы измеряете шар по диаметру, оставляете припуск и измеряете по линейке, сколько нужно ткани. Вот мой отрезок ткани 30 на 30. Я его выкладываю, беру шар. И это у меня ткань немного тянется. И складываем. Вот такие красивые складочки. С одной стороны, с другой стороны. Здесь я большую складку перехватываю и складываю с этой стороны. Очень красиво смотрится. Вот, и перехватываю рукой. Беру нитку и вот так затягиваю. И завязываю узел. Лучше 2 узла. И вот что у меня получается. И теперь я начинаю обрабатывать все складочки. Вот так все натягиваю. Очень хорошо ткань ложится. И посмотрите, складок практически не видно. Вот все это дело, все так вот обрабатываем. Тут, в принципе, я одного раза хватает все натянуть, но я все-таки сделаю еще раз. И несколько раз еще вот так складываю и сделаю узелок. И все затягиваю. Я завязала второй узелок и еще раз пройдусь. Вот все, что остальное уже у меня тут не натянуто, все натягивается. Ткань тонкая, хорошо ложится, складок практически нету. И когда я довольна всем, тогда можно лишнее отрезать. Теперь лишнее отрезаем.
Конечно же, все это не выбрасываем, потому что из этого можно делать цветочки. Все эти кусочки я сохраняю. И все вот так выравниваем по колпачку. И затем подрезаем вот эти все кусочки. Сразу не режем, все понемножку. Постепенно все отрезаем. И продолжаем работу. И теперь, как всегда, мы все обжигаем и вот так прижимаем, чтобы у нас была красивая верхушка. И продолжаем работу. И вот какой шар получился. Здесь прямо вот эти полосочки. Здесь они идут в середину, а здесь как бы вот как будто бусы висят. Очень красиво, ткань просто шикарная. Я в восторге. Для работы с этой тканью я использую белый шар. Прозрачный шар немного теряется. И могу сказать, что ткань ложится ровно, и ее практически не надо выправлять. Вот так немножко все это выправила, и получается вот такой шар. Обработала шары новой тканью, и мне очень нравится полученный результат. Просто шикарный. Это у нас золото, это серебро. Эта ткань не тянется совсем. И вот здесь вот такое серебро. Тоже очень красивое. Завтра будет на YouTube-канале. Подробно покажу, чем отличается, если обтянуть прозрачную заготовку и белую заготовку. И вот что у меня получилось. Я очень довольна результатом. Каждый шар по-своему получился оригинальным. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезным и вы узнали что-то новое. Очень извиняюсь за шум на заднем фоне и посудомойка. Выключить не могу. Если вам интересны такие уроки по тканям, пишите. Я буду чаще выкладывать и, возможно, в следующий раз сделаю отдельный урок по видам бархата. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.